В машине актера Гоши Куценко нашли труп женщины. В Челябинске трамвай сбил пешеходов. Мать погибшего бойца хочет подать в суд на Соловьева. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. 2 человека погибли при обстреле оккупированных территорий Украины в Донецкой и Херсонской областях. По данным главы оккупационных властей Херсонской области Владимира Сальдо, удар кассетными боеприпасами пришелся по селу Бехтеры. Там погибли 2 человека, минимум 25 пострадали. 3 пострадавших в очень тяжелом состоянии, в том числе девочка 2008 года рождения. Сальдо утверждает, что 2 снаряда упали рядом со школой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство 2 и более лиц и о умышленном повреждении имущества. ВСУ этот удар пока не комментировали. Также украинские войска атаковали Горловку в оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщил назначенный российскими властями мэр города Иван Приходько. По его данным, удар был нанесен из артиллерии. Приходько сообщил, что 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Также были повреждены автомобили, здания и различные учреждения. Тем временем стало известно, что ВСУ ударом беспилотников поразили 4 резервуара с топливом в Калужской области. Как пишет телеграм-канал «Астра», это произошло еще 17 января. Нефтебазу «Калуга-нефтепродукт» атаковали 9 дронов. Источники «Астры» рассказали, что были повреждены 3 резервуара с дизельным топливом и 1 с бензином. Объем каждой цистерны – 1000 кубометров. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Также источники «Астры» сообщили, что были эвакуированы 50 жителей близлежащих населенных пунктов. В Новосибирске почти 100 домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях. Это уже 2-й прорыв трубы за месяц. Утром 20 января в Кировском районе отключили отопление в 36 зданиях. В Дзержинском районе еще в 52 многоквартирных домах, 4 детских, 1 медицинском учреждениях и 4 других зданиях. Это данные мэра Новосибирска Максима Кудрявцева. При этом на местном сайте систем жизнеобеспечения говорится о 136 отключенных от отопления зданиях. По словам главы города, для ремонта задействованы 4 бригады, 21 человек и 10 единиц техники. Чиновники обещают вернуть тепло 21 января. Температура в Новосибирске минус 4 градуса. В Челябинске трамвай сбил 2 пешеходов. Как пишет Ура.ру, они переходили дорогу на зеленый свет на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. Как сообщил изданию «Источник», водитель отвлеклась на пассажиров, которым продавала билеты. Пострадал школьник, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе ГАИ. На место происшествия выехал начальник отдела госавтоинспекции Радий Ганиев. Прокуратура Челябинска начала проверку. В сообщении ведомства говорится, цитата, «будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и приняты меры прокурорского реагирования». Мать погибшего военного собирается подать в суд на Соловьева за оскорбление. Ничтожество и конченый пи***ц, укронацистская тварь. Пришлите-ка ваши данные, отвечайте за то, что вы говорите, башкой своей. Ну, если вы мужик. А если вы жалкое ничтожество, то заткнись, мразь, и сдохни. Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в смертельном штурме после конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным «Злой». Мать погибшего возмутилась высказыванием пропагандиста. Тот назвал ее сына подонком и заявил, что его смерть не оправдывает критики руководства. Поднимая на щит подонков, которые, да, погибли, но смерть их сделала мертвыми, она их не сделала правыми. Что они несли про верховного главнокомандующего? Забыли все? Вы стали в очередь их хвалить, ни черта про них не зная. Татьяна Лысаковская считает это оскорблением памяти погибших и намерена подать иск, ссылаясь на закон о защите чести и достоинства участников боевых действий. По ее словам, сын героически исполнял свой долг и был награжден орденом мужества. Соловьев является официальной, можно сказать, медийной говорящей головой. И это, я считаю, оскорбляет погибших воинов. Соловьев берет на себя ответственность говорить это от лица официальных средств массовой информации. Я считаю, что этому нужно положить конец. Ранее Гудвин и его сослуживец с позывным «Эрнест» записали предсмертное видео, в котором раскритиковали армию и рассказали о проблемах с командованием.
Детективная история с участием знаменитостей развернулась в центре Москвы. На Кутузовском проспекте в брошенном Запорожце 19 января был обнаружен труп женщины. Владельцем автомобиля оказался актер Гоша Куценко. По крайней мере, так пишут РБК и РИА Новости. Убийцу задержали. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдулин. В процессе распития спиртных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых. Потом затащил тело в машину. Погибшая 36-летняя Дарья приехала в Москву из Тольятти на заработки, пишет ШОТ. С Абдулиным она встретилась на Киевском вокзале. Оттуда они отправились выпивать во дворе на Кутузовском, где и произошло убийство. По данным телеграм-канала Мэш, Абдулин жил в указанном Запорожце около недели. Также ранее он был судим, об этом сообщили в столичной прокуратуре. Мэш уточняет, что в анамнезе у Абдулина убийство, кражи, угрозы, изнасилования, причинение телесных повреждений. Актер Гоша Куценко находится на съемках в Ставропольском крае. Трагическую новость он прокомментировал в своем телеграм-канале. Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Вот. Убийца задержан. И мои соболезнования родственникам погибших. Вот так. Что ж, друзья, это все новости к этому часу. С вами был Тенгиз Адамия. Смотрите и другие видео на нашем канале. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Туда мы дублируем весь наш контент, в том числе в формате аудио, чтобы вам было удобней. Ну и берегите себя. Всего доброго. Пока.